Ринтаро рассказывает Хакари и Инди о Шизуке, рассказывая им, что у нее милые манеры во время чтения книг, где она двигает пальцами ног, и это показывает, что она чувствует. Он рассказывает, что у Хакари также есть милая привычка. Она кусает пальцы, пока думает, и признает, что это его заводит. Он добавляет, что когда Инда пытается отказаться от комплимента, она крутит волосы пальцами, и он находит это очаровательным. Они шокированы, что он смог заметить их поведение, думая, что он действительно заботится о них. Он продолжает описывать, как вели себя Инда и Хакари, когда они целовались, но это заставляет Шизуку потерять самообладание, поскольку она понимает, что он уже поцеловал их. Хакари задается вопросом, хочет ли она тоже поцеловаться, но она говорит им, что она приберегает свой первый поцелуй для свадьбы. Ринтаро говорит, что это нормально, говоря, что не поцелует ее, пока она не будет готова. Они кормят Ринтаро обедом, но Инда злится, потому что Хакари не позволяет ей кормить его, и они начинают набивать ему рот, пока Шизука наслаждается едой, наблюдая за тем, как они ссорятся из-за него, но он понимает, что она слишком тихая, думая, что ей нужно к ним привыкнуть. Он думает, что будет легче открыться кому-то, который уже знает, что ты чувствуешь, потому что как только твои истинные чувства раскроются, тебе больше не нужно бояться того, как отреагируют другие люди. Ринтаро спрашивает девочек, хотят ли они сыграть в карточную игру, говоря, что проигравшего будут щекотать. Он считает, что смех – лучший способ заставить кого-то проявить свои эмоции, думая, что после этого они все станут друзьями. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Девушки думают, что Ринтаро будет прикасаться к ним, и они полны решимости, чтобы проиграть ему. Ринтаро становится победителем первого раунда, а Инда – проигравшим. Но она кажется этому рада, он продолжает ее щекотать, а она пытается сопротивляться, но он останавливается, когда понимает, что ей это слишком нравится. Во втором раунде Ринтаро снова побеждает, и проигравшая Хакари, она празднует, зная, что он вот-вот прикоснется, и он начинает ее щекотать, заставляя ее смеяться, поскольку она наслаждается каждым моментом этого. Но она начинает вести себя странно и умоляет его перестать, говоря, что ей очень щекотно. Но мы узнаем, что настоящая причина заключалась в том, что она почти обмочилась. Ринтаро выигрывает третий раунд, а Шизука проигрывает, поэтому он с нетерпением ждет возможности пощекотать ее, желая услышать, как она смеется. Но когда он начинает ее щекотать, она молчит. Она использует телефон, чтобы сказать, что она смеется. Он думает, что она выглядит очаровательно, поэтому он продолжает щекотать ее, пока Инда и Хакари наблюдают за ними. Они хотят пощекотать его в ответ, поэтому они полны решимости выиграть игру, но Шизука выигрывает четвертый раунд, и Ринтаро проиграл. Поэтому она приближается к нему, но вместо этого она тыкает его. Он начинает смеяться, а Хакари задается вопросом, почему она не использует шанс почувствовать его всем телом. Хакари думает, что его привлекает робкое поведение Шизуки, и она думает о том, как выставляет на показ свои лучшие черты, чтобы привлечь его внимание. Но природное обаяние Шизуки – полная противоположность, поэтому она думает, что Шизука представляет собой даже большую угрозу, чем Инда. После этого Ринтаро идет в ванную, в то время как Инда злится на Шизуку, зная, что она держится на расстоянии от Ринтаро. Она говорит им, что она всего лишь новичок, поэтому хочет держаться подальше от них. Но Инда напоминает ей, что она девушка Ринтаро, поэтому не нужно сдерживаться, говоря, что ее поведение раздражает. Она сразу извиняется, но это расстраивает Инду. Когда она спрашивает ее, почему она не сопротивляется, и она решает быть честной с ними, говоря им, что она боится, и объясняет, что Хакари обладает невероятной красотой, в то время как Инда уверена в себе, чтобы соответствовать ее красоте. Но Шизука думает, что в ней нет ничего особенного, и боится, что Ринтаро сравнит ее с ними. Она начинает им нравиться, думая, что она очаровательна, но она думает, что она ничто по сравнению с ними. Хакари уверяет ее, что Ринтаро видит в ней красоту. Ринтаро наблюдает, как они разговаривают, думая, что его план сработал лучше, чем ожидалось. Мы узнаем, что когда Шизука тыкала его, он понял, что Инда пристально смотрит на нее. Он подумал, что Инде не понравилась Шидзука, но он считал, что должен дать им возможность проявить себя своими эмоциями. Он гордится тем, как девочки справились с ситуацией, и возвращается к ним, когда Инда говорит ему, что Шизука должна снова его пощекотать, потому что она сдерживалась, и Хакари призывает ее пойти на это. Она понимает, что они пытаются ей помочь, думая, что она должна проявить свою доброту, поэтому она подходит к нему и говорит, что хочет его поцеловать. Они наконец целуются, и Шизука нервничает, но Хакари тоже просит поцелуя, размышляя о том, что она достаточно хороша, думая, что она ничто по сравнению с Шидзукой. Но он говорит ей, что любит всех своих девушек, и целует ее. Он спрашивает Инду, хочет ли она тоже поцелуя, она делает вид, что не хочет, но она подходит ближе, и он говорит ей, что она милая, когда нервничает. Она бьет его, но он терпит.
потому что терпила, и она говорит, что хочет поцеловать его. Он понимает, что у него замечательные девушки, и он думает, что не заслуживает их, но они говорят ему, что чувствуют к нему то же самое. На следующий день Ринтаро входит в класс, где встречает девушку по имени Нана. Их глаза встречаются, и они испытывают шокирующие ощущения. Поэтому он думает, что она должно быть одна из его родственных душ. Он сверяет результаты экзамена со своими девушками, и мы узнаем, что у них все хорошо, как и у него. Он смотрит на первое место и удивляется, увидев, что Нана получила высший балл. Он спрашивает девушек о ней, и они говорят ему, что она полный ботаник, говоря, что она может ответить на любой вопрос, который они ей задают, и ходят слухи, что она даже не человек. На уроке биологии Ринаро оказывается в паре с Нана. Он думает, что она совсем не похожа на его девушку, потому что ее элегантность находится на другом уровне. Он понимает, что она списывает ответ из учебника, потому что думает, что практические экзамены – это пустая трата времени, поскольку ученые уже знают ответ. Он говорит ей, что профессор смотрит, поэтому она использует микроскоп. Но вместо того, чтобы проверить образец, она смотрит в учебник и говорит это более эффективно. Он понимает, что она ведет себя как робот. В этот момент он порезал палец и думал о том, чтобы пойти к медсестре. Но Нана говорит ему, что в этом нет необходимости, и она кладет палец в рот. Лучше бы что-то другое, вызывая у него панику. Ринтаро задается вопросом, спит ли он. После урока Ринтаро благодарит Нана за помощь ему. Но она говорит ему, что просто хотела, чтобы он остался, потому что ей нужен кто-то, кто поможет ей убраться. Он хочет узнать ее получше и приглашает пойти с ним на свидание, но она думает, что это пустая трата времени, говоря, что это не улучшит ее перспективы на будущее. Он думает, что развлечение – это смысл жизни, но она говорит ему, что он зря тратит ее время. Поэтому он начинает задаваться вопросом, действительно ли она его вторая половинка. В тот вечер мы видим Нана в ее комнате, но она думает о Ринтаро и задается вопросом, почему она ему помогла. Она понимает, что у нее есть чувство к нему, она начинает писать точное значение числа π, думая, это самый эффективный способ восстановить ее фокус, но она отмечает, что это не работает. На следующий день Нана говорит Ринтаро, что любит его и что хочет, чтобы он был ее парнем. Он говорит ей, что хочет пойти с ней на свидание, но она ему отказывает. Он думает, что его разыграли, но она говорит, что хочет положить конец чувствам, потому что отношения ведут только к браку и беременности. Она говорит ему, что никогда не пойдет с ним на свидание, но он раскрывает, что он влюблен в нее и говорит, что отказывается сдаваться и приглашает ее на свидание. Через несколько дней они посещают парк развлечений, и Ринтаро полон решимости убедить Нана, что любовь имеет смысл. Но она думает, что это занятие бессмысленно, и задается вопросом, почему они вообще это делают. Он просит ее сказать «сыр», но она спрашивает его, что он имеет в виду, и он все равно делает снимок. Они входят в дом страха, и Нана говорит, что не верит в привидения. Призраки пытаются их напугать, но она сохраняет самообладание, говоря, что они всего лишь люди, поэтому ей интересно, почему Ринтаро боится. Она говорит, что в доме с привидениями полно людей, пока они катаются на гигантских чайных чашках. Она думает, что тот, кто создал аттракцион, сумасшедший, задаваясь вопросом, почему люди выстраиваются в очередь для того, чтобы покататься, и думает, что его, наверное, создали для промывания мозгов людям. Они вошли в гигантский лабиринт, в котором они заходят в тупик. А Нана задается вопросом, почему дизайнеры просто не проложили правильный путь. На колесе обозрения Нана показывает, что она боится высоты, поэтому Ринтаро садится рядом с ней, и они держатся за руки. Они смотрят на все фотографии, которые они сделали, и Нана говорит, что ей было весело, но она все еще думает, что это бессмысленный день. Поэтому Ринтаро решает сжечь фотографии, говоря, что их следует стереть из их воспоминаний. Но когда он собирается сжечь его, Нана вспоминает, что камера не сохранит данные, так что они потеряют все записи о мероприятии. Она забирает фотографии, и Ринтаро говорит ей, что она боится их потерять, потому что приобрела что-то ценное. Она начинает плакать, когда он говорит ей, что наслаждение хорошими временами делает их жизни лучше. Она вытирает слезы его носовым платком и говорит ему, что продезинфицирует, прежде чем вернуть его. Она говорит, что хочет, чтобы он стал ее парнем, потому что она хочет проводить с ним время, и Ринтаро говорит ей, что он любит ее. Поэтому она целует его и говорит, что во что бы то ни стало выполнить свои желания. Ринтаро знакомит ее с девушками, и они не возражают, поэтому он благодарит их за то, что они приняли ее, обещая что-то совершить, если он не будет обращаться с ними хорошо. Но Нана говорит ему, что яд будет более эффективным. Хакари завидует, что Ринтаро пошел в парк без нее, поэтому она предлагает пойти в аквапарк. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.